Простите, пожалуйста. Есть кто-нибудь? Добрый день. Нет никого. На работе все, видимо. Деревня красивая. Выбрал американец, да, где жить? Подскажите, пожалуйста, где у вас тут американский фермер? Береза там. Сейчас и поворот там от юга идет, направо сюда. Там буквально метров, 400, может быть. Занимаетесь коттеджи с правой стороны, а эта дорога прям по прямой так и идет. Вы в него упираетесь. Там собака гавкает, такой небольшой невзрачный домик у него. А вы сами-то у него были? Да, я не был, у меня племянница ходила туда. Вкусно? Стоит? А пригласил, мы пробовали все, сыр довольно-таки неплохой, скажу вам. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Удачи. Деревенские знают, где сыр американский. Видимо, правду говорят в многочисленных статьях о Джей Клоузе, американце, открывшем сыроварню в подмосковной деревне Мошнице, что здесь его действительно знают все. Все 110 человек официального населения деревни. Джей – местная достопримечательность, можно сказать, легенда. Четверть века назад американец Джей Клоуз на вопрос о том, нравится ли ему Россия, ответил: за 10 дней такую страну не понять. В 90-х он работал шеф-поваром в московских ресторанах, но променял сытую столичную жизнь на непростой деревенский быт. Однако дауншифтингом поступок американца не назовешь. Сыроварня Джей Чиз расположена между оживленной трассой и заводом, а кулинарные рецепты и тонкости ее владелец постигает в Голландии и Франции. Так почему Джей посвятил свою жизнь сыру и почему варит его именно в России, расскажет сам мистер Клоуз. Hello, Jay. Hello, hello. My name is Jay Close, your master blaster with the joy toy, coming to you live from Derevny Moshnitsi. My goal here in Russia is to make the best cheese for my children, my friends, my neighbors, and anybody who loves good cheese. За 25 лет своего пребывания в России Джей не забыл родной язык, однако русским овладеть ему все же пришлось. А как же еще общаться с поставщиками молока, основного сырья для его сыров? Каждое утро без выходных ровно в 8:00 ворота фермы открываются для очередной партии свежего молока. Джей вообще живет по часам, причем установленным сыром. Точность в сыроварении не роскошь, производственная необходимость. Молоко-то коровье? Коровы, му-му! Cow milk. Раньше свой корову была, сейчас нету. Я читается на другой ферме, кто это занимается. Я еду на ферму, смотрю, как они кормят, или как они хаживают, смотрю, что все нормально. Если люди, кто кормит сенаж, силаж, это нехорошо для сыра. А чем хорошо? У меня пьет сыворотка. У коровы пьет 50-30 литров. Сыворотка один легко. Вы едете в магазин, купить молоко. Сыр не получается. Надо из коровы получать молоко. Посредник, они сделают что-нибудь, снимают сливки, или ты уже не молоко после супермаркета. Это так белая краска только. Все, мы закроем и ждем, что греет. Дай градус, пожалуйста. Какая температура должна быть? 32. Это сыр не пастеризованный. Можно пастеризовать, это ваш выбор, да? Когда вы пастеризуете, вы убиваете не просто все плохие бактерии, много-много хороших бактерий. Что эта стерилизация, это только старое молоко, которое больше 2 сутки. Если свежий, чистый, фильтрованный молоко, можно варить не пастеризованный сыр, который дает больше витамин, больше полезные энзимы. Откуда вы все это знаете? Я учил в Голландии и Франции. Я тоже много читал и общался с людьми, кто уже варит, или Россия, или Франция, или Италия. Я тоже жил в Италии. Да, я жил на несколько фермах и работал как рабочий там. А сами учите теперь кого-нибудь? Любой человек.
Да, обезьян я могу учить. Что, ты думаешь, что сложно? Да, сложно. Мне интересно, это что дети тоже любят. Что люди приедут на мастер-класс, их дети делают шарики моцарелла. Что дети любят, взрослые любят, там и бабушки приедут, и дети на мастер-класс. Агротуризм, люди приедут и просто покушать, и гуляют, и знают этот процесс. Мы просто любим кушать, это зачем мы сделали. Любитель поесть, конечно же, сыра собственного производства, Джей пригласил меня на завтрак. Пока в огромном котле на 400 литров будущая гауда настаивается, у американского сыровара есть всего полчаса на интервью. Совместим приятное с полезным. В беседке он за пару минут сервировал нехитрый стол. Кисатильи, жареные сосиски и морковный пирог. Кушать потом. Ой, из какого сыра сделано? Там 3 сыра. 3 сыра? Да. Blue cheese, гауда и грюйер. Никогда в жизни до этого не ел грюйер. Merry Christmas. Расскажите, пожалуйста. Только что сосиски не наши, они качественные. Я мечтаю тоже делать сосиски, я мечтаю сделать пиво. Понял? Самое главное, тебе интерес, жизнь. Я хочу строить играющая площадка для козочки. Я хочу строить маленький детский дом для дочки. Я хочу учить, как варить пиво. Я постоянный интерес. Закончить учиться, закончить жить. Джей, Да-да. как, собственно говоря, вас занесло в Россию? Почему приехали именно сюда и почему здесь столько времени уже живете? Я жил во Франции, мне было классно с 6-7 лет. Последний год был скучноватым, у меня были русские друзья, кто приехал постоянно во Францию. Я их показывал туда-сюда. Джей, ты чудесный. Мы хотим тебе показывать Россию, как ты нам показывал Францию. Я сказал, с удовольствием. Какой это год был? Когда вы приехали? 93. У меня был виза, я думал, как они меня пустят в Россию. Я первый американец, ваш там вечный враг. Сколько пропаганды сделал против вас, они прямо думают, что я шпион или что-нибудь. Я не хочу все вот это люди там-то. Все поменялось, сам все по-другому, это не как ты думаешь. Я сказал, да, надо держать открытые мысли. Почему? Все, что они скажут по телевизору, это пуфла. Надо видеть свой глаз. Что я знаю, хорошая компания, хорошая крыша, я не боюсь. Какое первое впечатление от России, когда вы приехали, первый день? Я там думаю, Марс. Я в Марс. Почему? Другой язык, другой климат. Там жара на Марсе, нам холодный. Что пока холодно, декабрь. В декабре? Да, у меня был день рождения, мы там был клуб Марика, клуб Марика. Самый старый клуб Москва был. Сидел там и забрал машину, автостоп. Я там в этой, в стране работает, машина останавливает, в другой стране так не было. Ты можешь так сделать, и 3 часа ждать, и такая странная люди тебе заберут. Вот здесь ты делал вот так, все останавливают, и они нормальные люди. А у меня до сих пор другой планеты, я сказал, что... У нас программа называется «Бизнес. Иностранцы в России». Нас интересует... Мы бизнесмены, я люблю продукты и кушать. И я люблю гостей. Ты знаешь, люди, кто любит сыр, они все интересны. Примерно, я работал в бар, и все алкаши, они не очень интересны, они сколько едят. Но сыр люди, они все интересны, культурные, интересные люди. Если люди, кто любит собака, если люди, кто любит... Тоже люди, кто любит собаку, они хорошие люди. Вы Понял, тоже откуда любили я собак? Собак и сыр. Да, и дети. Что еще я люблю? А у вас есть морковный пирог. Дети есть у вас? 2. 2 детей? Да. Большие? 16 и 5. Они в России живут, здесь, с вами? Да, сын живет со мной. Он там сейчас проверка для резерв волейболист. Олимпийский резерв. А жена? Продал. Она продала корову, я продал жена. Как это продал жену? Я был во Франции, она здесь хулиганила, и там все продал коровы и козы. Только осталось дворняжки собака, то она не может продать. И я приехал и сказал, мне не надо жена-то. Все, развод. Вы нашли здесь русскую жену, и она продала полдома? Да. Как вы познакомились? Я искал бревно, чтобы строить дом, был пилорама, и вот это была пилорама. И вы влюбились в нее? Естественно, я не женился, но документ.
Да, давайте все-таки вернемся к бизнесу. Что вот сейчас, сколько вы продаете сыра, например, в месяц примерно? 100 килограмм, 200? 80 килограмм в неделю. Я хотел делать тонны сыра в месяц. 2 тонны сыра в месяц, я был доволен. Вы думаете, что у вас получится это? Естественно, получится. Через сколько? Если вы купите сыр, естественно, получится. Но я только тонну не Все куплю. надо начинать куда-нибудь. Я начал раньше делать 2 килограммовые и 20 литров молока. И так начинал. Потом у меня котел 400 литров. И это один раз в день. Иногда пару дней отдыхаем. Почему? Мы не закончим. Это сыр еще надо работать несколько дней. Еще неделю работай на это сыр, что был просто на полке. К вам приезжают сюда, в магазин, или вы через интернет продаете? Есть люди, кто на интернет заказывает через интернет, cheesefarm.ru. Или приезжает на ферму, другой вариант, купить от магазин, кто купит от нас, одна там Москва куда-нибудь, другая Дмитровский район, Илинские холмы. Там гостиница, ресторан и магазин, дома, качественные экопродукты. Voilà. А в Москве какие-то магазины крупные, да, продают? Нет, какие? Не такая крупные. Там типа эко-ярмарка. Мы тоже вступаем в ярмарку иногда. И специальный сырный фестиваль, и конкурс сыр. У меня больше работы здесь на ферме. Если я уезжаю на это все, магазин открываете все, я должен там быть тоже. Кто будет пострадать? Животные, ферма и сыр производства. У меня лучше здесь. Кого хочет открывать магазин, я вам даст сыр. И розочные цены. Мы тоже, наш цена сыр невысокий, мы не низкий. Мы есть старые бедные люди, кто приедет, каждую неделю они купят 200 рублей сыр. Каждую неделю. Это лучше 200 рублей качественный сыр, чем 600 грамм дерьмовый сыр. Есть какой-то секрет вашего бизнеса? Трудовать, любить что-то делать, и не сдаваться постоянно. Когда ты садишься отдыхать, думать на твой свободный, что еще ты забыл сделать. Миллион дел. Вы говорили, 50 сортов сыра, да, вы делаете? Легко. 50. А есть какие-то самые сложные какие-то, которые... Да. Вот. Gruyère, Romano, чеддер, самый тяжелый. Они дорогие самые? Не просто дорогие, тяжелые, работать, делать. Иногда не получается. Blue cheese тоже сложный. Чем отличается бизнес в России от, допустим, французского? Бизнес – это бизнес. Ну, вы здесь ведете И свой... политика – это бизнес. И мафия – это бизнес, и политика. Что люди скажут, что здесь мафия, там мафия. Везде есть. И кто контролирует, что не было мафии, они сам мафия. Что, я не знаю, политик не стоит говорить, мы долго будем. Нет, про бизнес. Ну, вот как дела ведутся во Франции и здесь? Отличается? Делать что-нибудь, продает, деньги получает. Что ты хочешь попасть документы или решения? Я не знаю. Я ненавижу бюрократию, документы. Говорит другой человек. Есть какие-то вот проблемы в бизнесе, в сыроварном, которые можно и нужно решить? Да. Какие? Как правильно кормить скота? Кормят неправильно, да? Все. Кормит, как Россия кормит. А нам надо кормить, как Голландия кормит. А еще? Да, что было торговое место для фермы. Центр, Москва. Бесплатно. Или минимальная зарплата. Где мы можем поставить примерно нашу витрину, розетки. И постоянно было типа такая ярмарка. Вот вы столько стран объездили. Мексика, Австралия, США, Франция, Голландия. А Россия – это ваш дом или нет? Да. Мне объяснял, я корн уже пустил. Я согласен. Да, ты прав. Корн. Корн? Roots. Я в другом месте, я хочу обратно. Я раньше, чем дети. Я еду в Таиланд. Я скучно. Хочу обратно в Россию. Едет Испания, Ибица, Майорка. Я хочу обратно в Россию. Почему? Чем вам так нравится Россия? Что привлекает? Запах земли, навоз, молоко. Не знаю. Есть дело, я чувствую важный здесь. Ваше дело.
вот ваш сыр, ваша ферма, это и есть то, что вас здесь удерживает? Или если бы этого всего не было, вы все равно здесь жили бы в России? Я был бы здесь в другой профессии, шеф-повар. Как я был шеф-повар на корабле Москва, Питер, Ростов, Волгограда. Это клево, 3 года. А вы себя считаете русским уже или нет? Я считаю себя уже русский. Да. И надо будет здесь из детства, что было настоящий русским. Я чувствую тоже русский. Как русский, кто живет в Америке 25 лет. И 25 лет это срок, который ты начинаешь чувствовать, где ты живешь. Если нет, ты Майкл Джексон, это шарик там. Но философские рассуждения Джея внезапно прервал будильник. Пора продолжать работу над сыром. Его величество чиз не ждет. Что это такое? Закваска, молочные бактерии, мезофилокультура, buttermilk. Это дает вкус. Я сейчас объясняю, как я объясняю всей. Тебе планета, и там мало народу там жил, никого. И ты добавил твои бактерии. Начался, они там слушают земли, дискотека, дэнс-пол, подруга. Все они там. И это сельчан будет много бактерий. Потом мы добавим сычужный фермент. Классический вариант – это жидкость из тритри живота теленок. И эта жидкость сделает, что молоко повернули как желе. И это происходит примерно 40-35 минут от секунды, что ты добавишь. Как бетон. Ты хочешь делать бетон, ты добавишь что-нибудь, оно будет твердить. Есть какие-нибудь 3 критерия отличного сыра? Чистое, хорошее молоко, хороший рецепт, внимание, варит, прессует, солит и на склад, афинаж, где вы повернут и хаживаете. Это еще другой профессия. Я вам покажу. Мы едем на склад и смотрим, сколько много разных сыров, и они все разный способ хаживают. От такого предложения не откажешься. Склад расположен в том же доме, что и сама сыроварня. Большой двухэтажный деревянный коттедж – это и производство, и магазин, и дом родной. Американец спит на 2-м этаже. Здесь другой температура. Здесь 15 градусов. Каждый сыр есть свой любимый климат. Представьте нам какой-нибудь сыр, который вы недавно, например, сделали. Давай, который я давно сделал. Хорошо. Лучше. Еще лучше будет. Что, смотрите, это чеддер. Английский стиль. Настоящий английский чеддер. Попробуй, делиться с друзьями, если хватает. Если нет, я вам еще сделал. Обалденно. Это молодая гауда. Это вот сыр, который мы сейчас варим, да? Да. И это выдержанный грюйер. Это все коровый. Это винный, это острый чипотл перец, это базилик, это трава прованс, это кайен перец, это греческий набор специй, это розмарин, это крапива, это трава прованс. Крапива? Собираете здесь крапиву? Да, да, русский крапива. А есть из козьего молока сыр? Дай, пожалуйста, одна из этой головки. Какой, вот этот? Но еще дальше. Да, это. Это козий? Да, это называется том. Том? Том, альпийский том, из козьего молока. А козье молоко вы тоже покупаете? Нет, у нас есть козий. Хочешь смотреть? Конечно, хочу. Надо приодеться до этого. А пока Джей переодевается в рабочую форму, он разрешил нам немного осмотреться в его сырном царстве. Сыр. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. На ум невольно приходит и знаменитая басня Крылова «Ворона и лисица», и живой лимбургский сыр в Пушкинском Онегине. Однако далеко не каждый современный россиянин может позволить себе натуральные сыры производства американца. Ценовая политика Джея довольно строгая. Дешевле 1200 рублей за килограмм товара не найдешь, а в среднем и того дороже. Вот, например, твердый сыр с итальянскими трюфелями. Пахнет потрясающе, так и хочется укусить. Если бы только цена так не кусалась. 3000 рублей за килограмм. Куда мы идем, Джей?
Мы едем, учит собака, как будет пастух. Собака будет пастухом? Да, он учит право от лева. Он уже умеет пастушить. Джей, сколько у вас коз? 20 примерно. А вот эта вся территория ваша? Нет, я украл. Сколько здесь примерно? 20. 20 козы. 2-0. Микрофон, тест, сколько коз? 20. 20 коз. А территория сколько? 20 соток? Нет, 12. Картофельки рядом. Рядом. Направо. Давай. Я. Направо, направо, направо. Стоп. Налево. Налево. Молодец. Налево. Налево. Стоп. Стоп. Down, down, down. Молодец, молодец, молодец. Оп. Молодец. Down. 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 Двуязычный пес. Понимает и направо, и налево, и даун, и ап. Направо, направо. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Down. Окей, одна бежала. Тебе еще осталось... Тебе 6 осталось. Игги. Как Игги Попа? Да. Австралийское имя это типа Ози или Игги, или... австралийский. А почему австралийский? Вы жили в Австралии? Он австралиец. Я половина австралиец. Папа из Австралии. А вы сами в Австралии-то были? О, да, я колледж там был, я там 11 лет, 9 лет там был, гулял, а мне мало кенгуру и коалы. А сейчас родственники есть в Австралии у вас? Да. А сыр по праздникам присылаете им? Но там нет возможности. Закон такой. Молочные продукты через границу в Австралии нельзя. Ни животных, ничего такого. Down. Даже любимой собаке Джей не может уделить больше времени, чем позволит сыр. Уже сварившаяся Гауда звонком будильника требует внимания мистера Клоуза. Пора выкладывать ее в специальные формы под пресс. Сыр приучил Джея ставить его превыше всего. А жизнь российской деревни приучила американца к одиночеству. И сыровар недвусмысленно намекает съемочной группе, что мы ему поднадоели. И пора бы нам и честь знать. Но я не буду объяснять дальше, я буду объяснять, что я ими сейчас делаю. Почему? Не надо, что объяснять это 1000 слов, когда может только одна картинка. A picture is 1000 words. Сам мистер Клоуз готов говорить о своих сырах хоть сутками. Однако, что о них думают профессионалы-продажники? Владелец магазина с говорящим названием «Сыры мира» активно сотрудничает с российскими фермерами. Узнаем его мнение об индустрии в целом и о сырах русского американца в частности. Меня зовут Кирилл Тажиров. Я основатель компании «Сыры мира». Мы отбираем лучшие европейские и российские крафтовые сыры. Кирилл, расскажите, пожалуйста, о вашем магазине. Как пришла идея и почему, собственно говоря, вы выбрали именно сыр? Однажды пришел в супермаркет и попросил попробовать сыр. Сыр был не дешевый, где-то 2-3 тысячи килограмм. И попробовав его, я понял, что сыр не впечатлил меня. Я попросил у продавца аннотацию и увидел, что в сыре есть различные добавки. Красители, растительные жиры. И я понял, что нет такого места, где бы пришел бы покупатель и был бы уверен в том, что вот здесь именно только натуральный сыр. Ну и, соответственно, чтобы он был со вкусом. То есть не просто сыр, а сыр, который ешь и наслаждаешься. И в тот момент у меня возникла идея создать какую-то свою сырную лавку. Конечно, я изучал европейский рынок, ездил в Голландию, в Бельгию, пробовал там сыр, общался с сыроварами, смотрел, как вообще рынок существует европейский, чем он отличается от нашего. И чем же? Во-первых, европейский рынок, он богаче ассортиментом, то есть там очень большой выбор. Там немножко другая культура потребления, то есть там очень много козьих сыров, овечьих сыров. У нас в России с этим большая проблема. Второе – это, конечно же, качество. То есть качество там всегда стабильно. Ну и, конечно же, цена.
Цена – это очень важный показатель. В Европе сыры гораздо дешевле, чем в России. Это связано с тем, что, во-первых, субсидии там гораздо выше, чем в России, в 4-5 раз. Соответственно, в Европе будет молоко стоить за литр там 10 рублей, ну, там, если на российский рубль взять, а у нас хорошее молоко стоить будет 50 рублей. В связи с санкциями вот этот процесс импортозамещения, он как-то улучшил атмосферу в сырном бизнесе? Положение, конечно же, улучшилось. Все-таки уже прошло 5 лет санкций. Сейчас стало больше покупать людей, потому что люди уже понимают, что санкции не отменят, и они начинают потихоньку, скажем, потреблять российский сыр. Знакомы ли вы с американским сыром, точнее, сыром американца Джея Клоуза? Пробовали ли вы его и продаете ли в своем магазине? Да, конечно, я знаком с фермером Джеймсом Клоусом. Вообще, скажу так, я пробовал его сыр, он неплохой. Сыр у него достаточно, скажем, распиаренный. Вот, его многие пробовали. Но, скажу честно, мое мнение, оно такое, что это, скажем, твердый сыр, он лучше и намного качественнее, чем продают в супермаркетах в обычных, но не дотягивает до крафтовой истории. То есть для магазинов, которые отбирают сыр. Вот у него есть, например, сыр Грюйер, да? В Швейцарии его делают с многолетней историей, сыр переворачивают, выдерживают там 24 месяца или там 18 месяцев. Когда пробуешь его сыр, ну, не чувствуется, что это Грюйер. У него одно название – Грюйер. Ну, он не Грюйер. То есть он может быть там сыр пошехонский, ну, к примеру, или там сыр твердый, или сыр Джея Клоуса, но никак не Грюйер. То есть проблема, в принципе, сыроваров – это в том, что они не знают, какой должен быть сыр. Он молодец, он варит, там все качественно, но, как по мне, то есть он не дотягивает до такой истории, которая прям вау. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. С того момента, как российские прилавки непроницаемым куполом накрыли санкции, удовлетворять зародившуюся недавно, но успевшую устояться потребность во французском камамбере, итальянской рикотте, английском чеддере россиянам приходится за счет отечественного производителя. Ну или обрусевших иностранцев, вроде Джея Клоуза. По статистике, сегодня ассортимент сыра покрывает только 47% спроса, а значит, сыроварение сулит немалую прибыль. Вопрос только с перспективой. Что будет, когда и если санкции отменят, и горгонзола с пармезаном вернутся на полки наших магазинов по проторенным дорожкам?